Всем привет, меня зовут Алла. В сегодняшнем видео будет подробный мастер-класс по пошиву вот такого очень интересного джинсового полотна. Долго тянуть не буду, приступаем. Для пошива подойдут абсолютно любые джинсы. Вы видите, что я буду шить из обрезков и остатков от пошива основных джинсовых изделий. И размеры ваших лоскутов могут быть абсолютно разные, как побольше, так и поменьше. Конечно, многое зависит от того, какого размера вы хотите сделать свое полотно. Также нужно подготовить основу. У меня в качестве основы совсем тоненькая джинсовая ткань. И несмотря на то, что она стабильна, то есть она не растягивается ни в одну, ни во вторую сторону, но она тонкая, и поэтому я дополнительно для плотности еще взяла такой же по размеру кусочек спанбонда. У меня он плотный, 100 грамм на квадратный метр. Вы же можете использовать в качестве основы абсолютно любую ткань, если она плотная, хорошо, если тонкая, значит берите либо в два слоя, либо проклеивайте. Также вы видите, что я сделала разметку для того, чтобы определить центр своей заготовки. Размеры этой заготовки также могут быть абсолютно разные, как большие, так и маленькие. Все зависит от того, какое изделие вы собираетесь шить. Сумка, косметичка, подушка, что вы там себе захотите и запланируете. Далее я нарезаю полоски на глаз. Я ничего не меряю. Примерно 0,5, 0,6, 0,7 сантиметров. Такие полоски подойдут идеально. И ширина этой полоски не зависит от того, какого размера полотно вы делаете, большого либо маленького. Все полоски примерно плюс-минус должны быть вот такие. Для того, чтобы не делать слишком длинное видео, процесс я ускорила, и здесь ничего такого особенного нет. Нарезайте полоски, длина которых может быть абсолютно разная. И вы сейчас видите, что я первую полоску положила, потому что она была такая самая длинненькая, я ее положила на 2 квадрата. Остальные вот так от центра к краям укладываю. И обращаю ваше внимание на то, что все эти полоски, вот первый такой слой, можно сказать, все черные, потому что я хочу, чтобы подложка, как бы фон был более темным. Далее уже я возле машинки. Начинать шить можно из абсолютно любой точки. Можно от центра, можно от края. Можно вообще не выкладывать вот так, как я показала вам эти полоски, и делать это постепенно. Но это я покажу чуть позже. Сейчас рассказываю, как прошиваю. Прохожусь обычной прямой строчкой. Длина стежка у меня 3,5 миллиметра. Дохожу, вот так прошила полоску в одну сторону и далее возвращаюсь. Возвращаться можно в ту же строчку, а также прокладывать строчку рядышком. Это тоже выглядит и смотрится очень хорошо. Съемку я ускорила, потому что все действия повторяются. Каждую полоску я прошиваю дважды. Если вы видите, что у вас, например, какая-то полосочка толще, нежели предыдущая, можно пройтись 3-4 раза. Что касаемо центра, я стараюсь делать так, чтобы не было нахлестов слишком большой толщины по центру. Для этого я смещаю начало этих полосочек. Покажу это чуть дальше, будет понятнее. Вот я прошила все полоски из черных джинсов и сейчас буду добавлять других цветов. Чем больше цветных джинсов вы добавите в это полотно, тем красивее и оригинальнее будет оно выглядеть. И я снова возле машинки. Вот так выглядят мои полоски. То есть я их предварительно нарезала разных цветов и прикладываю их к полотну уже непосредственно во время шитья. Вот полотно, беру полосочку и пришиваю. Далее обещала показать более подробно. Вот центр, и я полоску как бы смещаю, то есть я ее прикладываю ниже. Тут просто так как контрастная, то хорошо видно. И таким образом, вот тут хорошо видно, да, то есть она не доходит до центра. В готовом изделии этого видно не будет. Таким образом продолжаю пришивать свои полоски до тех пор, пока мое полотно полностью не заполнится этими элементами. И давайте с вами поговорим, куда же можно использовать подобные полотна. Вообще в пошиве
Из этих полотен ограничений нет никаких. Вы можете шить абсолютно любое изделие, применять в пошиве одежды, например, джинсовых курток, штанов, чего угодно, рубашек. Это могут быть как отдельные вставки, так и нашивные детали. Также это прекрасная техника и вариант, например, в ремонте одежды. То есть вы либо же делаете это полотно и затем его используете как в технике обратной аппликации, либо же нашивной карман делаете в месте, где нужно сделать ремонт. В общем, вариантов просто их все не перечесть. Можно шить джинсовые сумки, косметички, кошельки, подушки, коробы, все что угодно. Вот все, что вы захотите, можно даже сделать в такой технике домашние тапочки джинсовые, тоже будет хорошо смотреться. Коврики, ланчматы, органайзеры, все что угодно. Поверьте, такое полотно настолько универсально, что немножко что-то изменить, добавить, и у вас будет оригинальное и авторское изделие. После того, как все пришито, обязательно утюжу как с лицевой стороны, так и с изнаночной. Далее даю полотну немного остыть, беру самую обычную хозяйственную щетку и вот такими движениями, никак не оберегая, никак вот просто во все стороны, вот таким способом нам нужно сделать, чтобы эти полоски были немножко лохматые, как в технике Синель. Далее по ходу, после щетки я беру ножницы и срезаю вот эти длинные нитки. Не бойтесь, что вы тут перестараетесь. Нет, я щеткой прям работаю сильно, прикладываю усилия. И затем вот по ходу, да, то есть вы видите, я чередую. Обрезала ниточки, снова взяла щетку, прошлась со всех сторон, справа, слева, сверху вниз, снизу вверх. В общем, со всех сторон, чтобы полотно выглядело оригинально. И, кстати, на этом этапе вы обратите внимание, что те переходы, там, где я говорила, что я смещаю полоски, начало этих пришитых полосок абсолютно не видно. И поэтому я говорила, что не переживайте. Вот, смотрите, как выглядит полотно. Покажу поближе. Вот так. Лишнее срезала. Все красиво. В принципе, уже можно использовать это полотно для пошива какого-то изделия. Но я решила еще добавить элементы, и изначально я задумывала сделать звездочки, но в процессе, и у меня это, кстати, очень часто бывает, что в процессе пошива то, что я задумала изначально, все меняется, и поэтому я решила, что здесь будут кружочки. Рисую я их, как вы видите, с помощью линейки, но вырезаю я их с помощью ножниц зигзаг. Конечно, это не обязательно, не у всех они есть. Если есть, будет хорошо выглядеть, если нет, то тоже не проблема, не беда. Можно вырезать любой элемент, как уже сказала, и звездочки, и сердечки, и даже прямоугольники или же квадраты. Тут подойдут любые элементы. Далее я накладываю, и смотрите, там, где у меня однотонный, я вот так решила добавлять по 2. Там, где у меня вот этот кружочек, да, он сам по себе вырезан из джинсов, где есть потертости, переход цвета, то там я буду оставлять то, как они есть. Они и так несколько цветов имеют один кружочек, поэтому хорошо будут смотреться и выглядеть. И на экранах вы уже видите, что я пришиваю обычной прямой строчкой. Единственное, что полоски я пришивала длиной стежка 3,5 мм, то круги, так как они маленькие, я поставила 2,5 мм длину стежка. После того, как элементы пришиты, идем к утюгу, утюжим, и полотно наше полностью готово. И вот так выглядит мое полотно. Почему я изначально решила звездочки, потом передумала на кружочки. Скорее всего, это полотно будет использоваться в круговую. То есть вот так кругом сделаю в технике обратной аппликации, и оно будет сочетаться. Но это еще не точно. Как я уже сказала, я могу все передумать и все сделать по-другому. Но когда я буду продолжать пошив изделий из этого полотна, я обязательно вам покажу в одном из следующих видео на моем канале.
Ну и на этом видео будет подходить к концу. Если вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Также, если у вас остаются какие-то вопросы, всегда пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.